Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео у нас будет 5 рождественских стемпинг дизайнов. Если вам интересно, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. Почему рождественский? Ну, во-первых, я буду использовать коллекцию гель-лаков от компании Bon Pretty Christmas, и тут в наборе 12 цветов. Ну а так как это будут стемпинг дизайны, тут без пластины для стемпинга не обойтись, и я буду использовать только одну пластину, также от компании Bon Pretty Christmas L009. Первый дизайн будет очень простым, так как подложка под этот дизайн невероятно красивый красный цвет под номером 007. Золотистым лаком для стемпинга просто отпечатываю рисунок. Теперь я прикладываю почти полусухую кисть, на которой есть немного праймера, на те участки, где я хочу отпечатать рисунок дважды, только уже другим цветом. Праймер с липким слоем, и вот как раз он и обеспечит нам надежное отпечатывание рисунка. Теперь из этой же композиции я отпечатываю снежинки только серебристым лаком для стемпинга. При помощи тонкого скотча, намотанного на палец, я убираю лишнее, и, соответственно, на штампе у меня остается только тот элемент, который я хочу отпечатать. Теперь только остается хорошо прицелиться и отпечатать снежинку поверх ранее отпечатанного рисунка. На самом деле, если даже и немного промахнуться, ничего страшного в этом не будет. Мы же делаем стемпинг со смещением, да, вот тут примерно то же самое. И вот посмотрите, как смотрится один и тот же рисунок, отпечатанный в разном направлении. Вот вам, пожалуйста, и композиция. Этот дизайн мне больше нравится именно под матовым топом. Да, серебришка, золотишко уже не так поблескивают, но тем не менее красный цвет, он все-таки очень яркий сам по себе и насыщенный. Поэтому вот тут самое главное не перегрузить этот цвет дизайном. Следующий дизайн будет тоже из разряда быстрых и легких. Тут самое главное взять подложку какую-нибудь нейтральную, в данном случае это цвет гель-лака под номером 005. Отпечатываю черным лаком для стемпинга рисунок с пластины, и теперь мне остается только расставить акценты каким-нибудь супер блестящим гель-лаком. Соответственно, этот же гель-лак с блестяшками должен быть где-то поблизости, по соседству с теми ноготками, на которых и будет вот этот самый дизайн. В исходном варианте отпечатанной композиции тут у нас листочки. Но когда я начала раскрашивать эти самые листочки гель-лаком с блесками, ну вот как-то очень уж они мне напомнили снежинку. И в итоге эти листочки у меня превратились в снежинку. К тому же для второго типса я подобрала другую композицию с этой же пластины, где на верхотуре красуется именно снежинка. Так что, как говорится, все снежинки сошлись. Следующий дизайн будет уже на голубом фоне, и это цвет под номером 011. При помощи маленького кусочка косметического спонжа делаю такой запорошенный эффект. И на клиентах такой эффект выполняется быстро и легко, и когда, как не зимой, делать такой вот, собственно, запорошенный эффект. Ну, собственно, и все. Остается только отпечатать пару рисунков с этой пластины, и дизайн будет готов. При этом мне очень понравился на этой пластине фонарь. Я вот никак не могла без него в этом видео обойтись. Для второго типса делаю все то же самое, только вместо фонаря я отпечатаю елочку, которая тоже, кстати, есть на этой пластине. Фонарь и елочку в этом дизайне я совместила одним общим элементом. Это такой вот круг из снежинок. Единственное, глядя на два типса рядышком, я поняла, что фонарь вон как-то немного длинноват, поэтому я его в итоге чуть-чуть укоротила. Ну и вот, собственно, что в итоге получилось. Если у вас немного клиентов перед новогодними праздниками, ну, либо вы просто делаете сама себе дизайн, то, конечно, можно заморочиться и с градиентом. Причем в данном случае добиваться какого-то суперплавного перехода одного цвета в другой не обязательно. В данном случае в качестве подложки я использую цвет под номером 011 заполимеризованный и растяжку делаю цветом под номером 010. Отпечатала белым лаком для стемпинга рисунок, и теперь хочу закрасить кое-какие элементы, а точнее свечу с пламенем.
Тут, конечно, можно было применить и технику реверсивного стемпинга, но для меня раскрашенный стемпинг – это намного быстрее и проще. К тому же раскрашиваю стемпинг я гель-лаками, а они, как вы знаете, без специальной лампы на воздухе быстро не сохнут, в отличие от простых лаков. В дополнение к этому рисунку я отпечатаю еще один с елочками и с заборчиком. И также, как говорится, дополню его бежевыми, красными и золотистыми цветами. В целом, техника раскрашенный стемпинг позволяет выйти за рамки отпечатанного рисунка, но тут тоже главное не переборщить. И выбирать цвет для отпечатывания рисунка нужно как можно светлее, то есть белый либо серый. Ну, либо отпечатывать стемпинг черным лаком для стемпинга и затем уже раскрашивать какими-то витражами, ну, при условии, если подложка у вас будет светлой. В общем, в этой технике масса вариантов, и она, на мой взгляд, очень интересная. Последний дизайн я как раз и буду делать в этой технике, поэтому для подложки я подобрала цвет под номером 01 из рождественской коллекции от компании Bon Priti. Отпечатываю рисунок я серебристым лаком для стемпинга, а вот раскрашивать его я уже буду гель-лаками. Серебристый цвет лака для стемпинга тоже довольно нейтральный, и его несложно будет закрасить. Ну что ж, рисунок на типсе уже есть, и теперь остается только раскрасить те элементы, которые, собственно, и хотим раскрасить. Я уже неоднократно говорила, что рисовать не умею, и для меня стемпинг – это палочка-выручалочка. Вроде бы казалось, тут такой совсем незамысловатый рисунок, да, новогодние игрушки, там веточка какая-то и бантик, да, но поверьте, для меня нарисовать все это будет очень-очень сложно. А вот раскрасить рисунок вот лично для меня намного проще. Я даже могу обвести тонкой кисточкой, да, уже готовый рисунок. Тоже как бы совсем не сложно. Единственное в этой композиции для меня было, ну скажем так, довольно сложно, это разрисовать снежинки. Снежинки в данной композиции есть крупные и мелкие, и все они состоят из тончайших линий. В общем, тут для меня опять-таки стемпинг в помощь. То, что я не смогла раскрасить кисточкой, будем отпечатывать. Голубым лаком для стемпинга отпечатываю снежинку и затем при помощи тонкого скотча убираю все лишнее вокруг. Оставляю только те элементы, которые мне нужны. Безусловно, пока я убирала все лишнее на подушечке штампа, сама снежинка на этой самой подушечке, она высохла. И теперь для того, чтобы ее перенести на наш рисунок, мне понадобится праймер с липким слоем. Тут главное с праймером не переборщить. Практически полусухую кисть я прикладываю в то место, куда я хочу, собственно, и отпечатать рисунок, там, где мне нужна липкость. Тут я, конечно, немного промахнулась, но ничего страшного. Такое как бы получилась такая 3D-снежинка. К первому рисунку я подобрала композицию с фонариками. Мне кажется, эти две композиции неплохо друг с другом сочетаются. Ну и вот что в итоге у меня получилось. Сочетать два центральных типса можно и с голубым, и с синим гель-лаком. Но вот мне больше понравилось красный-зеленый и красный-золотой. И вот так выглядят все 5 дизайнов на фоторамке. И скажу вам, это очень удобно сделать такую подборку для клиентов. В 70 случаев из 100 у клиентов получается так: пришел, увидел, выбрал. Ну а для вас это существенная экономия времени, так как не нужно рыться в пластинах, и цвет, и дизайн уже определен. Мне очень хотелось бы узнать, понравился ли вам хоть один из представленных простых стемпинг-дизайнов. Поделитесь своими впечатлениями. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезным, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего и с наступающими вас праздниками!